Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поделиться с вами вот такими обалденными пирогами, которые вы можете приготовить к пасхальному столу. В этом видео я покажу вам 3 варианта. Подать такой десерт в конце трапезы – это самое то, к чашечке чая или кофе. Сам рецепт пирога будет один и тот же, но начинка будет совершенно разная, и у пирогов уже будет совсем другой вкус. Так что пойдемте готовить их вместе со мной. И начнем мы с этого вкуснейшего пирога с творожной начинкой, бананами и шоколадными каплями. И для этого пирога нам понадобится 2 яйца, 100 грамм сахара, 80 грамм растительного масла, пол-пакетика разрыхлителя, это где-то 7-8 грамм, пакетик ванильного сахара и 320 грамм муки. Ну и приступим. В емкость разбиваю 2 яйца. Добавляю сахар и сразу добавляю ванильный сахар и хорошенько взбиваю венчиком. Затем добавляю растительное масло и разрыхлитель. Муку добавляю в несколько этапов. В конце тесто замешиваю руками, пока не получится вот такое мягенькое тесто. Затем форму смазываю сливочным маслом. Моя форма диаметром 30 сантиметров. Затем присыпаю мукой. Затем тесто делю на 2 части, одну немного побольше и одну немного поменьше. Примерно так. Меньшую часть оставляю в сторону, а остальное распределяю по форме. Может показаться, что теста не хватит, но не переживайте, хватит. Края стараемся сформировать как можно повыше, чтобы поместить всю нашу начинку. Вот таким образом. А сейчас приготовим начинку. Беру 500 грамм рикотты, добавляю 3 столовые ложки сахара, 2 яйца, и хорошенько перемешиваем до однородной массы. Вот такая начинка у нас должна получиться. А теперь половину этой начинки добавляем на пирог. Хорошенько распределяем. А теперь берем шоколадные капли. Если у вас нет шоколадных капель, измельчите шоколадную плитку. И посыпаем их сверху. Количество шоколадных капель добавляйте на ваш вкус. Можете покрыть прямо слоем шоколадным. Тоже будет очень вкусно. Покрыли, а теперь берем банан и нарезаем кругляшками. В итоге у меня ушло 2 крупных банана. И выкладываем их сверху. Один возле другого, и так покрываем весь наш пирог. Вот таким образом. И сверху покрываем оставшейся творожной начинкой.
Покрыли, а теперь украсим. На пергаментную бумагу насыпаю немного муки и затем раскатываю оставшуюся часть теста. Если нужно, присыпаю тесто мукой. И теперь ножом для теста вырезаем полосочки. Я взяла форму зигзаг, а вы можете нарезать и ровные полоски, так просто красивее. И теперь эти полосочки выкладываем сверху. И выкладываем крест-накрест по диагонали, формируя красивую решетку. А теперь выкладываем по краю, так получится еще красивее. Если вам не хочется тратить на это много времени, просто накрутите жгутики и выложите таким же образом. Вот и готово, можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю минут 30. Но все зависит от особенностей вашей духовки. Проверяйте на готовность деревянной палочкой. И вот такой красивый пирог у нас получился. Можете оставить и так, а я еще украшу и шоколадными каплями. Но прежде чем украшать, дайте ему остыть. И вот такой красивый и вкусный пирог у нас получился. Песочная основа буквально рассыпается во рту, а нежная творожная начинка с бананами и шоколадом прекрасно ее дополняют. Получается очень вкусно. Отличный десерт к любому празднику. Давайте покажу и в разрезе. Пирог получается плотненьким, но вместе с тем хорошо пропеченным. И благодаря наличию творога слегка влажным. На одном кусочке остановиться трудно. А любители шоколадной начинки добавьте побольше шоколада. Ну а мы приступим к следующему варианту. Этот пирог в похожем исполнении, но с другой творожной начинкой. И как я уже говорила, сам рецепт теста такой же, как и в первом варианте. Также оставляю кусочек теста в сторону для украшения, а остальное распределяю по форме. Распределили. Ну а теперь приготовим начинку. Беру 500 грамм рикотты. У меня 2 упаковочки по 250 грамм. Добавляю 2-3 столовые ложки сахара. Ориентируйтесь на ваш вкус. И добавляю корицу. Я добавила 2 чайные ложечки, а вы можете добавлять и меньше. Также ориентируйтесь на ваш вкус. А теперь хорошенько все перемешиваю. И затем добавляю 2 яйца. Перемешиваю, и наша начинка готова. Ну а теперь заполняю пирог начинкой. Распределили всю творожную начинку, а теперь остается украсить. И снова нарезаю фигурные полосочки. А сейчас эти красивые фигурные полосочки выкладываем на пирог, так же, как мы делали в первом варианте. А теперь вилочкой слегка приминаем края, чтобы край получился ровненький.
А теперь для красоты я еще выложу полосочки по краю нашего пирога. Ну а теперь можно и отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю 30 минут, но все зависит от особенностей вашей духовки. Пирог почти готов. Если вам хочется придать красивый блеск пирогу, смажьте его абрикосовым вареньем и снова отправьте в духовку на 5-10 минут. Но это по желанию. И вот такой вкусный и красивый пирог у нас получился. Смотрите, пирог хорошо пропекся и богат начинкой. Я думаю, любители творожной начинки обязательно оценят. А слегка темный слой начинки, подкрашенной корицей, придает сладкой творожной массе приятный аромат. Пирог получается в меру сладкий и очень вкусный. Ну а мы с вами приступим к следующему варианту. И приготовим вот такую красоту. Это для тех, кто желает удивить своих гостей. Это уж точно пасхальный пирог. Рецепт пирога тот же самый, только на этот раз вместо творожной начинки мы будем использовать варенье. Все пропорции я обязательно оставлю в описании под видео. И я снова оставляю кусочек теста в стороне для украшения. А остальное распределяю по форме, как и в первых двух вариантах. И теперь пирог заполняем вареньем. Обычно я использую 500-550 грамм варенья. Стараемся распределить его равномерно. Распределили, а теперь деревянную досточку присыпаю мукой и раскатываю оставшуюся часть теста. А теперь беру вот такую самую маленькую форму для печенья и формирую много цветочков. И затем выкладываю эти цветочки по кругу нашего пирога. И если есть необходимость, поправляю ножом. А теперь беру рисунок вот такого милого цыпленка, которого я нарисовала на картонке и затем вырезала. И буду его использовать в качестве трафарета. Кто не умеет рисовать, просто скопируйте любой пасхальный рисунок, который предпочитаете, и используйте таким же образом. Выкладываю его на тесто и вырезаю по контуру острым ножом. Выкладываю аккуратно рисунок в середину пирога и затем дорабатываю детали. Отрезаю 2 лепестка цветочков, которые у нас остались, и эти маленькие полукруги будут глазками. Затем вырезаю клюв. Затем, помогая себе тем же рисунком, вырезаю пол яйца и создаю эффект разбитого яйца. Вырезаю произвольно треугольнички посерединке и выкладываю сверху. И если нужно, как всегда, помогаю себе ножом подправить. И уже как красиво получается. А теперь из оставшегося теста формирую вот такие маленькие шарики и выкладываю в серединке цветочков. Так будет еще красивее. Посмотрите, какую красоту мы с вами создали. А теперь вилочкой слегка приминаем края. Это придаст узор краю нашего пирога. И вот такой красивый край у нас получится. А теперь эту красоту можно отправлять в духовку.
Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю 30-40 минут. Но все зависит от особенностей вашей духовки. Проверяйте на готовность деревянной палочкой. Если хотите придать блеск вашему пирогу, когда пирог почти готов, вынимаем его из духовки и смазываем абрикосовым вареньем. И снова отправляем в духовку на 5-10 минут. Но это, конечно же, не обязательно. И вот такая красота у нас получилась. Пасхальный песочный пирог, отменный вкус и прекрасная подача. Я думаю, таким пирогом вы точно удивите ваших гостей. Ну а детишки будут точно в восторге. Мне самой понравилось, как получилось. Обязательно напишите в комментариях, если вам понравилось. Давайте покажу и в разрезе, хотя не хотелось даже его и разрезать. Смотрите, пирог хорошо пропекся, и какое у него нежное рассыпчатое тесто. И готовить его можно с любым вареньем. Такое лакомство придется по вкусу всем гостям, но и точно не останется незамеченным. Обожаю экспериментировать на кухне и рада была поделиться этой идеей с вами. И если вам не хватает креативности, то подписывайтесь на мой канал. Я буду делиться с вами моими идеями и будем вместе творить красоту и готовить разные вкусняшки. Рада была поделиться с вами этими необычными рецептами. Надеюсь, вы приготовите и поделитесь вашими отзывами в комментариях. Это самая лучшая благодарность. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!